Всем привет! Лето, сезон отпусков в самом разгаре. И мой долгожданный отпуск также не за горами. Я, как и многие из вас, уже подумала, что я буду брать, какие аксессуары, куда я буду складывать. И тут я вспомнила, что уже много лет все свои документы я вожу в мешочке Zip. Время от времени в магазинах, в интернет-магазинах мне попадаются органайзеры для документов. Как мне кажется, вещь очень удобная. Но покупать такой органайзер я не буду, я его буду делать сама. И сегодня я покажу, как я буду шить такой органайзер. Перед тем, как приступать к шитью подобных изделий, там, где много мелких деталей, я всегда делаю эскиз. Здесь я сделала что-то среднее между эскизом и техническим рисунком. В развернутом виде мой органайзер будет 30 сантиметров в длину и 24 сантиметра в ширину. Здесь я обозначила, какие я хочу карманы и для чего, и их размеры. Карман для билетов, 2 кармана для паспортов. Здесь я обозначила место сгиба. И еще один большой карман двойной. Здесь будет открытый карман и поверх него карман с окошком с прозрачным на молнии. Здесь я уже тоже накидала расчеты и нарисовала детали, которые я буду выкраивать, и их размеры. Верх и подкладка у меня будут одинакового размера. С учетом припусков на швы это будут прямоугольники размером 31,5 на 25,5. Здесь я указала направление долевой нити. Карман для паспортов. Вот он розовым здесь у меня обозначен. Здесь я сделала расчеты. У меня будет одна деталь со сгибом. Длину я буду делать 25 сантиметров и 25,5 сантиметров в ширину, так же как и весь органайзер. Здесь я обозначила место сгиба, и вместе сгиба я сделаю ширину 26 сантиметров. Когда я деталь сложу, если утрированно говорить, это будет трапеция с основанием вот вместе сгиба. Почему я сделала здесь немножко больше? Для того, чтобы у меня карман не плотно прилегал к подкладке, а немножко вот отходил, чтобы мне удобно было туда положить и вынуть паспорта. Карман для билетов. Здесь я тоже сделала расчеты. Деталь у меня будет также со сгибом. 17,5 на 25,5. Здесь я обозначила место сгиба и направление долевой нити. Деталь 5. Это вот это окошко из пленки полиэтиленовой я буду делать и обтачивать ее тканью с двух сторон. Почему с двух сторон? Я буду использовать такую пленку. Я с ней работала уже не раз, к сожалению, не знаю, сколько она микрон. Она очень капризная. Она прилипает к лапке, прилипает к транспортеру, но в то же время она скользит между слоями ткани. Обтачку я буду делать 4 сантиметра шириной. Вот здесь вот я уже исправляла, пересчитывала. В готовом виде она будет примерно 2,5 сантиметра. Почему 2,5 сантиметра примерно? Потому что я не знаю, какие у меня здесь получатся припуски на швы. Как я уже сказала, материал довольно капризный. Само окошко я буду вырезать 19,5 на 8,5 прямоугольник. Деталь номер 6. Это вот этот большой двойной карман. Он состоит из детали номер 5, то есть окна с обтачкой, молнии, обтачки с другой стороны молнии и задней стенки. Я задумала здесь верхнюю, вот эту вот обтачку с этой стороны молнии и заднюю стенку сделать цельнокроенную. Посмотрю, как у меня получится. Длина вот этой всей конструкции у меня будет 29,5 сантиметров и ширина 25,5. Почему примерно 29,5? Почему примерно я здесь поставила? Потому что я, как я уже говорила, я не знаю, какие у меня здесь будут припуски на швы, как я буду втачивать молнию, близко к зубчикам обтачку, либо подальше. Я буду уже смотреть по ходу шитья. Если у меня будут какие-то излишки по краям, я вот здесь просто буду обрезать.
Еще я возьму шляпную резинку для петелек и 2 пуговицы, чтобы мне все это вот можно было застегнуть. Можно было бы сделать резинку таким образом или вот так. Ну, я остановилась на варианте с пуговицами. У меня нашлись такие симпатичные остатки от каких-то предыдущих проектов. Я их разложила в таком порядке, в котором у меня будут кармашки. 2 пуговки, шляпная резинка, молния. Верх я буду делать из джинсов. Предварительно я вырезала основу из флизелина. У меня есть вот такие кусочки, пробнички мне присылали. Я их сейчас приутюжу, приклею, да, и, может быть, проложу какие-то декоративные строчки. Посмотрим, что получится. Вот что у меня получилось. Мне очень нравятся японские техники, бора, сашика. Это, конечно, бора назвать нельзя. Ну, как вы знаете, бора это кропотливая ручная работа. Я решила сократить время, стилизовать под бора, так сказать. То есть я просто сделала декоративные строчки, напоминающие бора. Ну, как мне кажется, выглядит неплохо. Я выкроила уже все остальные детали. Это у меня подкладка. Она у меня получилась точная, потому что я делала из остатков. Я ее также укрепила флизелином, чтобы у меня органайзер, ну, держал форму. Здесь, может быть, я проложу еще строчки для надежности. Это карман для паспортов. Вот она, эта деталь со сгибом. Здесь я тоже укрепила флизелином верхний вот этот вот сгиб. Это карман для билетов. Вот он у меня тоже сточной, совсем из кусочков. Вот здесь будет большой карман. Здесь будет открытый участок, вот куда можно просто что-то положить. И здесь я буду делать окошко. Я уже заготовила обтачки. Обтачивать я буду совершенно примитивным образом. То есть сначала я сделаю вот с этих 2 сторон, потом вот с этих 2 сторон. Почему не по косой, да? Почему не под углом 45 градусов? Потому что, ну, я уже говорила, что пленка это очень капризная. Если я буду делать под углом 45 градусов, ну, я вообще замучаюсь, я буду сидеть целый день, и я не уверена, что у меня получится все ровно. Потому что она и липкая, и скользкая одновременно. В общем, ну, я вот, чтобы не усложнять себе работу, сделаю так. Молния, верхняя обтачка. Сейчас я приступлю к сборке. Как и собиралась, я здесь в местах стачивания проложила строчки. Для того, чтобы зафиксировать сгибы, на этих деталях я тоже поверху проложила строчки. Теперь я совмещу вот эту деталь, да, большого кармана, вот здесь вот уголки, и по центру проложу строчку. Таким образом у меня получится 2 кармашка. Разделительная строчка готова. Сверху я положила карман для билетов, совместила срезы и по краю проложила строчку с большим стежком, чтобы все это зафиксировать. Ну и как видите, половинка внутренности органайзера уже готова. Вот кармашки, как вы видите, здесь немножко так вот они отлегают, да, не плотно прилегают. То есть то, что я и хотела. Сейчас будет, пожалуй, самая сложная часть работы. Я буду обтачивать окошко. Покажу, что получилось. Окошко я выполнила. Получилось все ровненько. Как видно, нижняя обтачка у меня получилась несколько уже, чем верхняя. У меня элементарно не хватило ткани. Я уже тут импровизирую, что называется, на ходу. Ну, это не платье. Здесь посадка не важна. Полсантиметра уже, полсантиметра шире. Тут, в принципе, большой роли это не играет. Теперь я займусь молнией. Концы молнии я обработала таким образом. Вот, прошлась туда-сюда. Для того, чтобы она вот в этих местах не перегибалась и, не дай бог, не разошлась. Сейчас я буду ее втачивать, ну, в 2 этапа. Сначала я притачаю ее к нижней обтачке. Вот нижняя обтачка, вот таким образом. Я ее совмещу и вот здесь притачаю.
так это выглядит. Сейчас я здесь приутюжу, и верхнюю обтачку я подогну и буду притачивать уже поверх. Ну вот здесь вот ровненько постараюсь, да, чтобы у меня вот эту строчку не было видно. Вот таким образом. Верхнюю обтачку я тоже выполнила. Вот как это выглядит. Получилось довольно аккуратно. Теперь мне нужно будет соединить с нижней частью этого кармана. Если вы помните, я хотела делать вот этот карман, да, вот здесь со сгибом. То есть у меня бы вот эта верхняя обтачка, она была бы цельнокроенная, с нижней частью. Но у меня, если был бы подгиб, да, вот если бы сгиб был, у меня было бы видно вот изнанку здесь, через окно. Поэтому мне пришлось эту часть отрезать. И вот таким образом я буду делать. Соединять я ее буду довольно просто. Я вот так вот приложу. И этот срез я стачаю обметочной строчкой. Вот так выглядит моя обметочная строчка. И дополнительной обработки, зигзаг или оверлок здесь уже не потребуется. Сейчас я вот таким образом выверну. Здесь заутюжу и проложу еще раз по краю строчку. Карман готов. Ну, уже даже не карман, а полностью вся внутренняя часть органайзера готова. Здесь у меня получилось вот открытый карман, и здесь карман на замочке вот с окошком. Ну, я его соединила, да, уже тоже с основой. Сейчас я буду соединять внутреннюю часть и верх моего органайзера. Я вот так вот сложу. Перед тем, как стачивать, либо приметывать, я сделаю вот так, потому что у меня вот эта внутренняя часть, она несколько меньше будет, чем верх. Если я буду стачивать вот так вот прямо, да, и потом, когда я буду закрывать, у меня нижняя часть, она будет вот топорщиться. Чтобы она у меня не топорщилась, я вот так вот сделаю, закрою, да. Здесь, ну, я или сметаю, или скалю булавками. И стачаю все вот так вот в таком виде, все срезы. Оставлю небольшой участок для того, чтобы мне это можно было вывернуть. Оставлять я буду вот где у меня окошко, для того, чтобы, ну, мне поменьше тут выворачивать, чтобы не получились заломы какие-то на этом полиэтилене. Также я сюда сейчас не забуду 2 петельки вставить. Ну, наверное, на другой стороне, да, где у меня будет строчка проходить, где я буду вручную закрывать. Тут, наверное, я сделаю пуговки с этой стороны. Вот по периметру я стачала срезы, оставила один открытый участок. Еще я хочу показать одну вещь. Вот здесь, где у меня шляпная резинка, я еще сделала 2 строчки туда-сюда, но не в том месте, где у меня основная строчка, а вот где припуск на шов. Потому что если бы я сделала, где эта же строчка, у меня бы резинка превратилась просто в труху. Вот, сейчас я обрежу уголки, выверну, зашью вот этот открытый участок потайным швом и покажу, что получилось. Органайзер готов. Вот так он выглядит спереди, так с обратной стороны. Это он уже в заполненном состоянии. Пуговки, если вы заметили, я сделала не деревянные, как планировала, а металлические. На тот случай, если я здесь захочу сделать металлический люверс и к нему сделать ремешок съемный на карабине, ну, чтобы у меня металл с металлом сочетался. Это я уже посмотрю в процессе эксплуатации, нужен ли мне этот ремешок. Что туда входит? У меня вошло 4 паспорта, билеты. Здесь документы, ну и мелкие какие-то предметы, карточки, деньги в этом кармане. Все под замочком, ничего не выпадет, не потеряется.
В общем, все, что нужно для путешествий, документы какие здесь у меня вошли. Органайзером своим я довольна. Если вам нравится то, что я делаю, подписывайтесь на мой канал, будет много интересного. Всем желаю хорошего настроения. До свидания.